Уважаемые коллеги, дорогие друзья, с вами снова профессор Посохов и снова очередная лекция. Не устану повторять, что вся информация у меня предназначена для специалистов. Объяснение этому простое. Я занят в сфере последипломного образования и, соответственно, у меня нет цели, а впрочем и времени создавать контент для широких масс. Впрочем, некоторые широкие массы смотрят все равно, у них впечатление доступности изложения. Это из-за того, что я делаю видео наглядным. Пару лет назад одно мое сообщение имело резонанс как раз среди такой аудитории. Я сообщал об одной научной публикации о сердечно-сосудистых рисках при курении марихуаны. Никого не смутили фразы о внутриклеточном кальции, митохондриальном дыхании, циклическом АМФ, и все, кому не лень, обсуждали новость. Это ведь как-то однобоко судить о проблеме по одной лишь публикации. А проблема действительно есть, причем в современности она стала сложнее, чем раньше. Так, если в давние времена, когда какие-то хиппи покуривали травку, и кроме нее ничего не было, врачи располагали лишь описаниями наблюдений, или серий наблюдений, то сейчас возникло очень много различных аспектов, самых разных. И кроме этого появились основательные, довольно крупные исследования с высоким уровнем доказательности. Количество исследований по связи каннабиса и сердечно-сосудистой системы растет экспоненциально. В этом году, я имею в виду 2025, их будет еще больше, судя по всему. По моему мнению, настала пора объединить самые современные данные в одном обзоре и представить его в данном случае в виде лекции, цель которой была бы в повышении компетенции врачей, имеющих дело с сердечно-сосудистыми заболеваниями. План лекции такой: введение, затем рассмотрим типы каннабиноидов, некоторое время посвятим эндоканнабиноидной системе, в частности рецепторам и эффектам, которые возникают при их стимуляции. И, наконец, выясним, как это все соотносится с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потом подведем итог, это тоже важно, и предположим, какие есть пути решения проблемы. Итак, приступим? Давайте. Во-первых, несколько слов о регулировании и законодательстве разных стран. Нужно ли в этом разбираться врачу? Конечно, нужно. Знание только лишь одного местного законодательства, я считаю, недостаточно. Ситуация в медицине в любой стране рано или поздно приблизится к той, что существует во всем мире. И чужой опыт не нужно скидывать со счетов. Вот взгляните на эту карту. Это данные на июль 2025 года. Свежие данные, в общем. Весь мир раскрашен разными цветами, а США так и вовсе пестрые из-за разницы в окраске их штатов. И что же эти цвета обозначают? Синим цветом обозначены страны и штаты, где употребление каннабиса легально. В любых целях, в том числе в развлекательных, или, как это называют в литературе, рекреационных целях. Слово «рекреационный» есть и в русском языке, и его основной смысл вообще-то это отдых. От латинского «recreatio» – восстановление. Например, рекреационные зоны в городе – это зоны, где можно отдохнуть вне своего жилища. Рекреация происходит в санаториях
и на курортах или при туризме и так далее. Что же касается употребления каннабиса, тут не совсем восстановление или оздоровление, скорее даже нет никакого оздоровления, если мы рассматриваем термин в рамках сердечно-сосудистой патологии. Если говорить точно, то смысл тут в употреблении, не связанном с медицинскими показаниями. Всем известен пример Нидерландов, где, начиная с 1972 года, люди могут употреблять каннабис как вздумается. На сегодняшний день рекреационное употребление каннабиса легализовано еще в 9 странах: Канаде, Грузии, Германии, Люксембурге, Мальте, Мексике, Южной Африке, Таиланде и Уругвае. С Таиландом все как-то неоднозначно. Кстати, известно, что ранее было крайне суровое уголовное наказание за употребление каннабиса, да и сейчас некоторые политики хотят вернуть все обратно, несмотря на то, что так называемый марихуанный туризм уже сформировался и будет довольно трудно это сделать. Пример Уругвая, легализовавшего в 2013 году рекреационное употребление, показывает, что преступность, связанная с каннабисом, по некоторым данным, существенно снизилась. Тут я могу сослаться на статью 2020 года. Но оборотная сторона всех этих масштабных сдвигов во всем мире – это возрастание употребления каннабиса. И это вызывает озабоченность теперь уже у медицинской общественности и у исследователей. Но вернемся к нашей карте. Светло-синий цвет обозначает страны и штаты, где разрешено медицинское применение. Я знаю, что есть обывательское представление о медицинском каннабисе, заключающееся в том, что, мол, главное получить рецепт, а потом можно и вечеринки устраивать. Но нет, это не совсем так. Тут в большей степени и особенно в современности речь идет о фармакологических агентах, которые взаимодействуют с эндоканнабиноидной системой человека. Об этой системе и о лекарствах, которые на нее нацелены, я расскажу в следующем разделе лекции. Сейчас же, в противовес обывательскому представлению, должен сказать, что эти лекарства могут как иметь, так и не иметь психотропный эффект. Что касается нашей темы, данные вещества, во-первых, могут оказывать побочное действие, приводящее к повышенному сердечно-сосудистому риску, и, во-вторых, взаимодействовать с лекарствами, применяемыми в кардиологии, что, конечно, важно знать врачу и важно уметь ему соответствующим образом корректировать терапевтическую тактику. Следующий цвет на карте фиолетовый. Он обозначает территории, где каннабис декриминализирован. Как это понимать? Можно сказать, что фиолетовый цвет является промежуточным между синим и красным. Я могу сказать только общие слова. Во всем мире регулирование и право применения в отношении каннабиса крайне неоднородны, но в целом можно отметить довольно масштабную тенденцию, связанную с ослаблением ограничений и с соответствующим изменением общественного восприятия употребления каннабиса. Скажем кратко и про следующий цвет – розовый. Рассуждения как-то перекликаются с предыдущим пунктом. Разрешены растения, где преобладает каннабидиол. Подробности о нем позже. И сырье с низким до 0,3% содержанием тетрагидроканнабинола. Можно упомянуть также закон США 2018 года о совершенствовании
сельского хозяйства, в результате которого легализована конопля с таким вот низким содержанием психоактивных веществ. Можно, кроме этого, привести факты в истории о том, что конопля как продукт сельского хозяйства приносила или приносит довольно существенную пользу. Я не удержусь, приведу пример того, что Генри Форд однажды выпустил автомобиль, корпус которого был из пластика, содержащего волокна конопли. А в современности тоже есть автомобиль из конопли, который выпускают в Канаде. У него кузов из конопли. Наконец, территория, где запрет полный. На нашей карте это красный цвет. Азия, Африка, вот такие вот страны. Скажем так, здесь даже сострадательное применение каннабиса при различных заболеваниях, а также, следовательно, отчасти и возможность исследования новых фармагентов, нацеленных на составляющие эндоканнабиноидной системы, затруднены или ограничены. Жителям России важно знать такие указы, как номер 733. Вся вот эта вот масштабная тенденция, о которой я рассказал только что, названа в этом указе угрозой для национальной безопасности. Но политики я стараюсь не касаться, не комментировать ничего, просто информирую. В этих странах, что закрашены красным, врачи должны быть еще более компетентными в отношении каннабиноидов. Почему? Вот взять пример с синтетическими каннабиноидами, известными своим содержанием в так называемых смесях Spice или K2. Запреты, строгие ограничения приводили к тому, что внедрялись все новые вещества, в частности такие, которые не могли быть обнаружены известными методами анализа. И эти новые вещества были многократно опасней не просто для здоровья, но и для жизни. Так что в указах и других документах, а также в отчетах по их исполнению одно, а в больницах и на кладбищах, увы, другое. Говоря о полном запрете, также следует упомянуть гипотезу входного наркотика, на которую эти запреты отчасти опираются. Эта гипотеза предполагает, что употребление легких, а именно растительных традиционных форм каннабиса, может привести к употреблению других вызывающих зависимость веществ, уже тяжелых. Я вот раскопала одно исследование в журнале «Психофармакология», исследование на крысах, и каннабис тут усиливал восприимчивость мозга этих животных к кокаину. Однако неясно, как эти результаты применимы к человеку и применимы ли вообще. Исследования людей, то есть эпидемиологические исследования для ответа на такой вот вопрос очень сложны. Их практически невозможно выполнить, ведь все факторы социально-экономические, психологические или психиатрические и тому подобное предполагают не проход через входные ворота, а злоупотребление несколькими психоактивными веществами изначально, сразу. Вот интересное исследование. Полиморфизмы мононуклеотидов в локусах ChRNA 5, 3 и 4. B4. Такие полиморфизмы могут сделать человека склонным к раннему употреблению и табака, и алкоголя, и каннабиса, и кокаина. Другими словами, у людей изначально либо может возникать склонность пуститься во все тяжкие
причем не обязательно начинать при этом с чего-то легкого, либо изначально такой склонности нет. Согласно этому, гипотеза входного наркотика так и осталась гипотезой. То есть, что такое гипотеза? Это домыслы, доказательств которых нет. А критика легких наркотиков с использованием этой гипотезы, в общем-то, слабовато. Мы же, люди, которым важны беспристрастные объективные знания, можем сделать вывод, что существуют ситуации, например, указанные выше полиморфизмы в соответствующих локусах хромосом, которые повышают сердечно-сосудистый риск, так как потенциально происходит воздействие нескольких разнообразных веществ. Давайте перейдем теперь к следующему разделу лекции – типам каннабиноидов. Существует несколько сотен различных каннабиноидов, в том числе более сотни полученных из растений. А такие, которые более-менее значительны для практики, их пара дюжин. И разделить их можно на небольшое количество типов. Кстати, есть необходимость отметить суффикс «ноид». Это суффикс, который указывает на схожесть с чем-то. Например, гуманоид – существо, схожее с человеком. Каннабиноиды все схожи тем, что они, во-первых, жирорастворимые вещества. Берите это на заметку. Жирорастворимость определяет их фармакодинамику. И, во-вторых, взаимодействуют с эндоканнабиноидной системой. Давайте разложим их по полочкам. Наиболее известные традиционные каннабиноиды, они содержатся в конопле, которая по латыни называется каннабис. Традиционные они потому, что добываются из конопли простыми способами и давно уже. Чаще всего говорят о двух каннабиноидах. Первый – это дельта-9 тетрагидроканнабинол, второй – каннабидиол. Вот как выглядит химическая формула первого. Более правильное химическое название – минус в скобках транс-дельта-9 тетрагидроканнабинол. Для удобства все эти минусы и транс сокращают. Дельта-9 тоже сокращают, хотя бывает и дельта-8, и дельта-10. Но когда надо это подчеркнуть, то 8 и 10 пишут и говорят специально. Общеупотребимое сокращение ТГК, в англоязычных статьях THC. Нужно обратить внимание на суффикс «ol». Так принято в органической химии, что это окончание указывает на наличие гидроксильной группы и, соответственно, на принадлежность вещества к спиртам или фенолам. А второй – каннабидиол. Тут, как видите, два суффикса – ди и ол. Ди, если помните латынь, это значит двойной. И точно, в молекуле две гидроксильные группы, и сокращают это название до аббревиатуры КБД. Буква D в аббревиатуре это вот как раз суффикс ди, диол. Почему я затронул тему биохимии и латыни? Дело в том, что я недавно послушал выступление одного психиатра-нарколога, и все впечатление было испорчено тем, что он неправильно употреблял химические термины. Говоря о ТГК, он назвал его тетрагидроканнабидиол. Я сначала подумал, что он наговорился, но нет. Он продолжал употреблять эту словесную химеру, и она звучала до самого конца его выступления. Казалось бы, раз ты психиатр-нарколог, то будь любезен, знай биохимию, но
Впрочем, по всей видимости, он хороший практик, да и выступления у него по-своему артистичные, запоминающиеся, что, конечно же, несомненный плюс в рекламе его клиники. Но неважно. Я надеюсь, вы запомнили тетрагидроканнабинол, ТГК, и каннабидиол, КБД. ТГК обладает психотропным действием, а КБД его эффекты модифицирует. Распространена терминология, в основном среди торговцев и потребителей с рекреационной целью, которая делит сорта растений на сатива, по латыни каннабис сатива – это пассивная конопля. В ней высокое содержание ТГК, и такой сорт оказывает более стимулирующее действие. Бодрость, иногда безудержный смех. Другой сорт – индика, то есть индийская конопля, в которой смешанное содержание ТГК и КБД, для которого характерно расслабляющее и седативное, отчасти обезболивающее действие. И есть еще каннабис рудералис, сорная конопля. КБД в ней хотя и может быть, но психотропного действия нет никакого. Но я не призываю пользоваться этой терминологией, она неточная и, скажем так, рудиментарная. Есть другая классификация, согласно ней растения разделяют на хемотип 1, то есть растения наркотического типа, соотношение ТГК и КБД больше единицы. Хемотип 2 или растения промежуточного типа со сбалансированным соотношением ТГК и КБД, близким к единице. И хемотип 3 с низким соотношением ТГК и КБД, меньше единицы. При этом процентное содержание ТГК составляет меньше 0,3%, что ниже уровня обнаружения. А современные растения характеризуются очень высоким содержанием ТГК. Если у хиппи, или по крайней мере до 90-х годов, содержание ТГК доходило там до 2-3%, то сейчас до 12% и больше. Способов обработки этих растений очень много. Довольно часто они направлены на сохранение только наиболее желательных соединений и удаление излишков растительного материала. Рассказывать об этих способах в цели моей лекции не входит. Могу только уточнить, что предмет интереса сосредоточен вот в этих вот трихомах. Трихомы выглядят в виде вот таких мелких волосков с капельками на концах. Но там не ТГК, а тетрагидроканнабиноловая кислота. В ТГК она превращается, когда декарбоксилируется или при высушивании, или при горении, или, в общем, при какой-то тепловой обработке. Что касается КБД. Как я уже говорил, есть такие страны и штаты, где КБД легален, а ТГК нет. Это связано с тем, что сам по себе КБД не оказывает психотропного действия, но может оказывать другие эффекты, которые в принципе могут быть использованы в медицине. Есть исследование, что он может улучшать течение кардиомиопатий, в том числе доксорубициновой, ишемические реперфузионного повреждения и так далее. Но в принципе не все так радужно и хорошо. Не изучено тщательно, по крайней мере, взаимодействие КБД с другими лекарствами. Есть сведения о серьезной гепатотоксичности и провоцировании воспаления легких. В общем, как принято писать в научной литературе, необходимы дальнейшие исследования. В литературе можно обнаружить термин фитоканнабиноиды. Он подразумевает каннабиноиды, полученные из растений.
принципе, ТГК и КБД тоже относятся к фитоканнабиноидам, но чаще всего в литературе и фитоканнабиноиды, и синтетические соединения все вместе порой совсем просто называют каннабис. Только несколько фитоканнабиноидов психоактивны, остальные таким действием не обладают. К психоактивным, кроме традиционных, относятся, например, дельта-8 ТГК, дельта-10 ТГК и гексагидроканнабинол. Дельта-8 ТГК известен тем, что в отличие от дельта-9 действует мягче, не вызывая паранойи и тревоги, но все равно все перечисленные соединения потенциально могут вызывать психотические симптомы. Исследования этих веществ ограничены, хотя предполагается, прошу заметить, только лишь предполагается, что они обладают противорвотными, анальгетическими, анксиолитическими, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами. Но есть и публикации, в частности 2025 года, которые сообщают о их связи с сердечно-сосудистыми рисками. Рассмотрим еще несколько фитоканнабиноидов, теперь не обладающих психоактивными свойствами. Каннабинол. Не каннабидиол, а просто каннабинол. Может использоваться для седации, анальгезии и в качестве противовоспалительного средства. Каннабигерол. Возможно, полезен для лечения воспалительных заболеваний кишечника, обладает нейропротекторными эффектами, может быть полезен при нейродегенеративных расстройствах. Описано применение при метаболическом синдроме и в качестве антимикробного средства. Каннабихромен эффективен в качестве противовоспалительного средства при лечении нейродегенеративных заболеваний, а также обладает дополнительными анальгетическими, антидепрессивными и антимикробными свойствами. И тетрагидроканнабиварин может вызывать подавление аппетита и может использоваться для лечения ожирения, метаболического синдрома и диабета второго типа. Сердечно-сосудистые эффекты этих веществ изучены мало. Следует также иметь в виду, что они могут нанести вред, изменяя фармакокинетику других лекарств, например, антиаритмических, бета-блокаторов, об этом позже. Есть каннабиноиды, синтетические или растительные, которые производятся в виде тех или иных лекарственных форм и одобрены, или были одобрены, но потом отозваны соответствующими регуляторами. Вот, например, действующее вещество набилон. Заметьте, по структуре отдаленно напоминает ТГК или дронабилон. Тут вообще формула такая же, как у ТГК, но это на самом деле энантиомер, или по-другому оптический изомер. По форме он как зеркальное отражение, не совпадает с ТГК. Оба вещества производились под различными торговыми марками для применения при анорексии, тошноте и рвоте. В частности, связанной с химиотерапией злокачественных образований. Однако их применение сопровождалось изменениями сердечного ритма и систолического артериального давления, а метаанализ показал, что они также связаны с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, включая увеличение числа обращений в отделение неотложной помощи, инфаркт миокарда и инсульт. Причем этот метаанализ проведен уже достаточно давно, в 2013 году. Известен эпидиолекс. Это не что иное, как каннабидиол, но очищенный.
фармацевтический. FDA одобряла его для лечения судорог при эпилепсии с ранним началом. Еще один препарат – Nabiximols. Там вещества растительного происхождения. Препарат имеет торговую марку, под которой производится, и представляет собой спрей для оромукозального применения для лечения спастичности у пациентов с рассеянным склерозом и для лечения нейропатической боли. Там и ТГК, и КБД. И, соответственно, все соображения о сердечно-сосудистых рисках все те же. Если традиционные и лекарственные каннабиноиды могли быть как растительного происхождения, так и синтетического, то новое поколение каннабиноидов все исключительно синтетическое. Так, например, группа профессора кафедры химии Клемсонского университета, что в Каролине в США, Джона Вильяма Хаффмана, синтезировала порядка 400 различных каннабиноидов. А почему я вспомнил про Хаффмана? Потому что инициалы у него JWH, Джон Вильям Хаффман. И все каннабиноиды, которые разрабатывались и патентовались, маркировались его инициалами JWH4, 7 и так далее. Исследования позволили лучше понять физиологическую систему регуляции каннабиноидов в организме человека и открыли путь к выяснению роли этого естественного регуляторного механизма в здоровье и болезни. Но JWH18 стал печально известен тем, что его обнаружили в уличных наркотиках, заменяющих марихуану, так называемых курительных смесях Spice и К2. Это вещество относится к нафтоил-индолам. Есть разные синтетические каннабиноиды, например, нафтоил-пиролы, нафтил-метил-индены, адамантаил-индолы, бензоил-индолы, циклогексилфенолы и, наконец, самые мощные и неблагоприятные по эффектам индазол-карбоксамиды, к которым относятся вещества вот с такой вот неудобно выговариваемой для нас аббревиатурой. Впрочем, она запоминается хорошо. Индазол-карбоксамиды были описаны разработчиками Pfizer в конце 2000-х, но никогда не применялись в качестве лекарств. А потом, начиная с 2012 года, они стали обнаруживаться в курительных смесях. Сначала в Японии, а потом и в других странах. А вся медицинская общественность узнала об этих веществах из статей в медицинском журнале Новой Англии, авторы которые назвали эти вещества зомби-наркотиками. Если вам интересна информация об эволюции синтетических каннабиноидов, поищите эту статью. Синтетические каннабиноиды, индазол-карбоксамиды, являются полными агонистами эндоканнабиноидной системы и, имея максимально высокую афинность связывания ее с рецепторами, вызывает большое беспокойство по поводу побочных эффектов. В литературе описывают угнетение дыхания, инфаркт и ишемию миокарда и другие сердечно-сосудистые события, нейропсихиатрические симптомы и летальные исходы. Раз уж я упомянул об эндоканнабиноидной системе и ее рецепторах, следует рассказать немного и о ней. В рамках нашего вопроса, а именно влияния на сердце и сосуды,
требуются некоторые знания об эндоканнабиноидной системе человека. Прежде всего обратим внимание на слово «система». Кардиологу может прийти на ум похожий термин – ренин, ангиотензин, альдостероновая система. Что тут общего? Это и эндоканнабиноидные системы являются биологическими, то есть отвечают за какие-то функции организма. Эндоканнабиноидная система отвечает за когнитивные процессы, включая настроение, память, и физиологические – обмен веществ, иммунные реакции и вплоть до фертильности. Как и в других биологических системах, в ней есть рецепторы и то, что на них действует. В данном случае на рецепторы действуют эндоканнабиноиды. Обратите внимание на приставку «эндо». Она обозначает, что эти вещества вырабатываются внутри, то есть самим организмом человека. Эндоканнабиноиды являются нейромедиаторами. Они синтезируются по мере необходимости, и основные вещества, к ним относящиеся, это 2-арахидонаилглицерин и анандамид. Арахидонаилэтаноламид. Анандамид. Анандамид открыли и изучали раньше, в 1992 году. И изучили. Ряд литературных источников анандамидом называют вообще обширную группу разнообразных эндоканнабиноидов. Что касается рецепторов, то тут тоже есть разнообразие. Чаще всего говорят о рецепторах первого и второго типа CB1 и CB2. Я всегда немного теряюсь, как правильно произносить аббревиатуры, написанные латинскими буквами, если речь идет о белках. Когда читаю, я про себя чаще произношу по латыни, или на английском, но цифру при этом по-русски. Смотря какой фабрик, смотря откуда. Подозреваю, что это не всегда правильно. Оно очень-очень affordable. Да. CB1 и CB2 получили свое название первого, а затем и второго типа просто потому, что исторически изучены в такой последовательности. Они относятся к семейству рецепторов, сопряженных с G-белком. Если без аббревиатур, то к серпантинным рецепторам в виде гуанин-нуклеотид связующего белка. Вы можете знать такие серпантинные рецепторы, взять, к примеру, бета-адренергические. Они пронизывают мембрану клетки 7 такими лентами. И принцип действия у этих рецепторов один. Когда снаружи клетки подходит лиганд этого рецептора, в нашем случае или анандамид, или ТГК, или еще какой-то каннабиноид, то это вызывает внутриклеточную реакцию. Агонисты рецепторов их стимулируют, а антагонисты блокируют. Неполные агонисты стимулируют немного, а полные во всю свою мощь. Но не нужно думать, что один рецептор для анандамида, а другой для арахидонаилглицерина. Оба вещества действуют на оба рецептора, но за счет того, что эти рецепторы экспрессируются в разных органах и тканях, их активация оказывает разное действие на организм. Что касается не эндогенных, а экзогенных каннабиноидов, то здесь разнобой. Например, ТГК действует преимущественно на рецепторы первого типа, а КБД на оба, и первого, и второго. Другой пример – синтетический JWH-133 является агонистом исключительно рецепторов второго типа. Немного поговорим про каждый тип. Первый тип экспрессируется в основном в нервной системе, но для темы нашей лекции важно знать, что их экспрессия может происходить и в кардиомиоцитах,
эндотелиальных клетках, в гладкомышечных клетках сосудов, фибробластах и нервных элементах сердца. При этом острая стимуляция рецепторов первого типа может приводить к выраженным гемодинамическим эффектам, которые зависят от агониста и его дозы. Неблагоприятные и метаболические эффекты, особенно при хроническом воздействии. Эффекты воздействия на рецепторы могут быть центральными или периферическими. Это деление условно. Центральное воздействие подразумевает вовлечение ЦНС, а периферическое – отсутствие психотропного эффекта. Сила и направленность реакции может зависеть также и от того, как выражена экспрессия, то есть продукция этих самых рецепторов. Некоторые патологические состояния увеличивают экспрессию рецепторов первого типа, усугубляя передачу стрессового сигнала, гибель клеток, воспаление, окислительный стресс, фиброгенез. Вещества, которые не дают каннабиноидам влиять на рецепторы первого типа, то есть их антагонисты, могут ослаблять неблагоприятные сердечно-сосудистые эффекты. В исследованиях на животных показано, что такие антагонисты, например, уменьшают проявление метаболического синдрома или отдельно ожирения или сахарного диабета или атеросклероза. Даже был разработан препарат для лечения ожирения – римунабант, но он или не одобрен в большинстве стран, или отозван из-за тревожности и депрессии, которые являются его побочными эффектами. Разрабатывались антагонисты и второго, и третьего поколения, но тоже не внедрены в практику из-за опасений их влияния на психику. Надежда на периферические, то есть без центрального действия, обратные антагонисты. И некоторые из них прошли испытания фазы 1Б. Что будет дальше, покажет время. Что касается рецепторов второго типа, то их острая стимуляция не оказывает существенного гемодинамического эффекта. Часто, чтобы упростить, говорят, что рецепторы второго типа экспрессируются в иммунной ткани. Но не все так однозначно. Заметьте, я говорил о существенном гемодинамическом эффекте. Есть небольшое количество и в ткани сердца. При патологических состояниях уровень CB2 может повышаться и в эндотелии, и в инфильтрирующих иммунных клетках, модифицируя, главным образом уменьшая сосудистое воспаление и провоспалительные реакции. Если касаемо рецепторов первого типа для сердечно-сосудистой системы могут быть полезны антагонисты, то есть те, что блокируют, то в отношении рецепторов второго типа надежда на агонисты, те, что вызывают отклик. Эффекты агонистов CB2 преимущественно периферические, но и все равно, несмотря на это, их применение вызывает какое-то опасение из-за потенциально невыявленного нецелевого эффекта. А перспективы в лечении воспалительных заболеваний, к которым относятся и сердечно-сосудистые, есть сообщения о потенциале таких агонистов в лечении метаболического синдрома. Существуют и другие предполагаемые рецепторы каннабиноидов. Их роль начали изучать недавно, и поэтому в популярной литературе про них может и не быть ничего. Но несмотря на то, что они не на слуху, вполне может оказаться, что они играют ведущую роль в сердечно-сосудистых рисках, связанных с каннабисом. Следует знать про каналы транзиторного рецепторного потенциала ванилоидного типа 1.
TRPV1. Это ионные каналы. Передают сигнал в ответ на физические и химические стимулы и участвуют в сенсорном восприятии. Другой клеточной физиологии, например, реагируют на тепло. Их еще называют капсаициновыми рецепторами. Капсаицин, возможно, некоторые помнят по моим лекциям, это вещество, которое обеспечивает жгучесть перца. К другим рецепторам относятся сопряженные с G-белками GPR18, GPR55, никотин-ацетилхолиновые рецепторы, глициновые рецепторы, рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом альфа и гамма, кальциевые, калиевые, натриевые каналы. Ионные каналы, скорее всего, модулируются другими рецепторами, но, как мы знаем из электрофизиологии, они играют важную роль прежде всего в механизмах возникновения аритмий. Стимуляция рецепторов первого типа может приводить к таким гемодинамическим эффектам, как, например, увеличение ЧСС, артериального давления, сократимости миокарда, сосудистого тонуса. Если речь идет об употреблении традиционного каннабиса, то чаще такое повышение АД только первоначально. Затем при хроническом употреблении может возникнуть напротив гипотония и брадикардия. В общем, эффекты зависят от дозы и агониста и могут быть разными при патологических состояниях. Например, при сердечной недостаточности и шоке может усугубиться гипотензия. Кроме этого, есть такие эндоканнабиноиды, которые выделяются макрофагами и действуют на рецепторы первого типа, участвуя в развитии геморрагического или септического шока или гипотонии при циррозе. Когда-то было распространено мнение, что поскольку каннабис может повышать АД, то это при или эпизодическом или хроническом употреблении приведет к формированию устоявшейся артериальной гипертензии. По этому поводу можно привести пару исследований. Вот данные из Национального исследования здоровья и питания в США, опубликованные недавно, всего пару лет назад. Согласно им, употребление каннабиса не связано с клинически значимым повышением артериального давления и распространенностью гипертензии. Причем, прошу заметить, в США гипертензия определяется как систолическая АД больше 130, а диастолическая больше 90 мм ртутного столба. Правда, в США и подход к измерению АД другой, но это тема другой лекции. Вот второе исследование, тоже довольно масштабное. Анализ участников британского биобанка, употреблявших каннабис. Тут вообще получена небольшая отрицательная связь, то есть снижение АД. Но в конце статьи добавлено: связь небольшая и не может быть основанием для рекомендаций каннабиса в качестве лечения артериальной гипертензии. Гипотензивные эффекты могут быть опосредованы рецепторами, изучать которые стали только недавно. Например, сообщают, что таким рецептором может быть упомянутый мной TRPV1. Или, например, продукта Джона Хаффмана JWH-133, который является агонистом рецептора второго типа. И, как нашли авторы, он снижает уровни фактора некроза опухоли и некоторых интерлейкинов в обработанных ангиотензином 2 клетках микроглии, подавляя нейровоспаление и уменьшая гипертензию. Что сказать в итоге? Исследования нужны. Возможный путь
в получении антигипертензивного эффекта и защиты от аортопатии без побочного психоактивного эффекта в модуляции иммунной и вегетативной систем. Наблюдение, которое лежит прямо на поверхности, можно сказать, это влияние каннабиса на чувство сытости и соответствующее поведение, проявляющееся повышенным приемом пищи. Это, если рассуждать в таком ключе, может способствовать развитию избыточного веса и, соответственно, других связанных с этим проблем со здоровьем, ведь ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром и диабет второго типа являются важными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. В копилку таких рассуждений идут и исследования упомянутого мной уже римонабанта, то есть того, что отозван из-за изменений со стороны психики. Напомню, что он антагонист рецепторов первого типа, то есть не дает реализоваться каннабиноидам. Он хоть и отозван или не разрешен в каких-то странах, рассмотреть его исследования все-таки стоит. Вот, например, как крейновский обзор. В основных результатах, кроме довольно большого количества побочных явлений и большого процента отсева или выбывания из исследования, 40%, указывается все-таки умеренное снижение массы тела. Вот еще публикация в очень авторитетном журнале. Римонабант улучшает липидный профиль плазмы. Казалось бы, все очевидно. И повышенный объем принимаемой пищи, и наличие эффекта блокаторов, то есть антагонистов рецепторов первого типа. Вот вам и механизм риска. Осталось только более-менее крупными исследованиями это подтвердить. Хорошими доказательствами являются систематические обзоры. Вот один из них. Несмотря на то, что ему уже более 7 лет, он до сих пор показывает положение дел в области метаболических эффектов каннабиса. Не получено четких доказательств связи между его употреблением и дислипидемией и метаболическими расстройствами. А причина этого не в том, что их нет, а в том, что данные некачественные. Нет адекватных оценок экспозиции каннабисом. Конкретно, включено много исследованных, лишь минимально употреблявших данные вещества. Давайте теперь рассмотрим исследования связей каннабиноидов и сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что гипертензия или ее отсутствие и даже метаболические расстройства, включая дислипидемии и их отсутствие, не полностью определяет возникновение. Во-первых, коронарной болезни сердца, включая такие ее проявления, как инфаркт миокарда, и, во-вторых, нарушение ритма сердца. В первую очередь, конечно, вызывает беспокойность вопрос об инфаркте миокарда. До того, как прошла по всему миру волна легализации каннабиса, исследования этой связи были небольшими и ретроспективными. Публиковали, например, серии иллюстративных отчетов о клинических наблюдениях, но после того, как каннабис легализовали, и в США возникла вот такая вот мозаичная картина, о которой я говорил в самом начале, появилась возможность сравнить положение дел на разных территориях. Вот одна из публикаций. Она описывает увеличение сердечно-сосудистой смертности после изменений в законодательстве. В настоящее время, в 2025 году, современные публикации без всяких сомнений заявляют о четких доказательствах того, что каннабис связан с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями. Вот еще пример статьи в журнале Американской кардиологической ассоциации. Относительно свежая, прошлогодняя статья.
Доказательства основаны на почти половине миллиона наблюдений. К такому количеству не придерешься. Я продемонстрирую один график из результатов этого исследования. Здесь по оси абсцисс, оси X, количество дней в месяц, в которые человек использовал каннабис. По оси ординат соотношение рисков совокупных исходов. Совокупных это значит, что тут и появление коронарной болезни, стенокардии, и инфаркты, и инсульты. Соотношение по сравнению с людьми, не употребляющими каннабис. Пунктиром указан доверительный интервал. Проследите от точки 0 раз в месяц, где это соотношение равно единице, к точке 30, то есть каждый день, где соотношение максимально, то есть где-то 1,3. Упрощая, можно сказать, что среди употребляющих каннабис каждый день пострадали от указанных исходов в 1,3 раза больше людей, чем среди неупотребляющих. Если брать не общие исходы, а инсульт, то соотношение рисков выше, а это график для инфаркта, тоже риск выше. На графике для стенокардии риск меньше, чем в предыдущих, но все равно существенный. И та же тенденция. Более интенсивное употребление связано с повышением риска. Достойна также краткого упоминания статья с метаанализом, вышедшая в этом, то есть в 2025 году. Анализ основан на 1,5 миллиона наблюдений. 1,5 миллиона. Только представьте. Этот метаанализ является одним из самых убедительных доказательств того, что каннабис – это фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Почти все известные исследования тут собраны, причем проведен анализ качества исследований, в том числе всех возможных отклонений или необъективностей. Я хочу выделить одно очень показательное исследование. Данные регистра Young MI. Акроним говорит о том, что изучали преждевременные инфаркты у молодых людей. Авторы из Бостона, штат Массачусетс, и у них молодыми считаются люди моложе 50 лет. Вот самая, так сказать, говорящая иллюстрация. Тут изображен коэффициент риска. Это интерпретируется немного по-другому, чем отношение. Коэффициенты риска используются при анализе выживаемости. Но тоже можно упростить для тех, кто не хочет вникать в тонкости статистики. Давайте попробуем. Как мы видим, речь идет о сердечно-сосудистой смерти. И для марихуаны этот показатель равен 2. Обратите внимание вот на синий квадратик. Совсем упрощенно, то можно сказать так. У любого молодого человека есть какой-то определенный риск сердечно-сосудистой смерти. Из 1000 людей несколько с течением времени умрет. А из 1000 людей, употребляющих каннабис, за это же время умрет в 2 раза больше. Вот на этой картинке смертность таких людей показана пунктирной зеленой линией. Тут еще красная линия, указывающая на людей, балующихся кокаином. У них дела с выживаемостью немного похуже. Но лекция сейчас не про них. Коэффициент риска 2 – это существенная цифра, которая должна побуждать кардиологов принимать какие-то меры. А теперь представьте, что вот если бы была возможность изучить, используя такую же методологию, употребление уже синтетических каннабиноидов, например, тех, которые в сотни раз мощнее традиционных зомби-наркотиков, можно предположить, что кривые соотношений рисков будут расти еще круче. Попытки таких исследований есть. Вот, например, статьи 2025 года
об исследовании, проведенного в Бразилии. Это систематический обзор, но большого количества клинических исходов по данным других наблюдений им собрать не удалось. В современной литературе преобладают пока описания клинических случаев. Кстати, я стараюсь употреблять не слово «случай», а слово «наблюдение». Отчеты о клинических наблюдениях. Мне кажется, это как-то этичней такое слово по сравнению со словом «случай». Тяжелый случай. Так вот, в статье дают заключение, что основные осложнения тоже сердечно-сосудистые. Причем более тяжелые, чем при традиционном каннабисе. Дополнительно возникают также и тромбоэмболические осложнения, иммунная тромбоцитопеническая пурпура, судороги, неврологические и психические расстройства. Причем тут изучены не исключительно зомби-наркотики, а более ранние и менее мощные каннабиноиды, содержащиеся в К2 и спайсе. Вы можете спросить, как же так? Ведь нет никаких четких связей ни с артериальной гипертензией, ни с дислепидемией. Как? Ну да, связей нет. Кстати, в исследуемой группе молодых людей с инфарктом, употребляющих каннабис, была статистически достоверно ниже распространенность и гипертензии, и дислепидемии, и диабета. Здесь все дело, скорее всего, в других механизмах. Возможно, ситуация с каннабисом является яркой иллюстрацией того, что первостепенную роль может играть вовсе не артериальное давление, и направление исследований никак не должно быть обусловлено никакими там, например, хронобиологическими представлениями об артериальном давлении или, упаси Боже, ничем не обоснованным примитивным модельным предположениями о физических свойствах артерий, которые агрессивно внедряют большей частью технари, торговцы, якобы оборудованием для якобы функциональной диагностики. А направление это в современной протеомике. Белки нужно изучать, и такие исследования есть. Для изучения белков использовали панель Олинг, а испытуемыми были участники британского биобанка, про который я уже упоминал. Вот результаты исследования у участников, которые употребляли каннабис. Исследования проведены до употребления. Результаты в виде синего бокса с усами и через некоторое время после коричневый бокс. Почти все указанные здесь провоспалительные цитокины повышались. Даже люди, мало знакомые с цитокинами, могут увидеть здесь фактор некроза опухоли, интерлейкин-8, а кто-то и трансформирующий фактор роста бета. Все эти противовоспалительные цитокины принимают участие в развитии атеросклероза. Можно заметить, что один белок снижался. Это ФМС, подобная тирозинкиназа. Между тем известно, что ее снижение тоже может быть связано с развитием атеросклероза. По крайней мере, у экспериментальных животных это наблюдалось. Очень много в литературе экспериментальных работ на животных, исследующих разные рецепторы, белки и тому подобное. Особенно много посвящено тому, что происходит в эндотелии артерий. Но до практики пока мало что дошло, почти ничего. Есть генистеин, такой природный изофлавон, похожий структурно на эстроген, и он, кажется, ослабляет сосудистое воспаление и окислительный стресс, в том числе обусловленный ТГК. Торговцы предприимчивые продают генистеин в качестве добавки, улучшающей женское здоровье, нахваливая добавку, мол,
улучшает сердечно-сосудистую систему и так далее. Но есть и публикации о нежелательных свойствах гинистеина, так что, увы, торопиться с этой добавкой, рекомендуя ее в качестве кардиологической защиты от пагубного действия каннабиса, не стоит. Самое главное, что нам нужно знать, это то, что каннабис существенно влияет на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на развитие инфаркта и инсульта, усиливая атеросклероз. Давайте перейдем к следующей проблеме, к нарушениям ритма сердца. Какое-то время назад было модно рассуждать о синдроме праздничного сердца. Так вот, в него входили изначально не только аритмии на следующий день после бурного застолья с алкоголем, но и после вечеринок с каннабисом. Недавно, в прошлом, в 24-м, то есть году, было опубликовано исследование, в котором проблема аритмий, связанных с каннабисом, изучена специально и тщательно. Вот это публикация, национальное датское исследование. Результаты опубликованы в ведущем европейском кардиологическом журнале. Перейдем сразу к картинке. Что можно заметить? Речь идет о медицинском каннабисе. Более 5000 человек изучено, тех, которым назначали медицинский каннабис. И более 26 тысяч в контрольной группе. В статье отмечено, что в большинстве случаев лекарства были с содержанием ТДК и ТДК вместе с КБД. Соответственно, это можно интерполировать и на немедицинское использование. По оси X время экспозиции в днях, по оси Y абсолютный риск возникновения, впервые возникновения серьезной аритмии, трепетания или фибрилляции предсердий, пароксизмальных тахикардий, желудочковых аритмий. Здесь тоже высокое соотношение риска 2,07 для полугодового периода. Этого доказательства вполне достаточно, чтобы говорить о том, что каннабис приводит к повышенному риску возникновения аритмий. Но мне хотелось бы добавить еще одно исследование. Публикация в журнале «Стимуляция и электрофизиология». Тут речь идет о людях с расстройствами употребления каннабиса. То есть это такие расстройства, которые связаны с неспособностью прекратить рекреационное применение, несмотря на наличие связанных с ним неблагоприятных последствий для здоровья или социальных проблем. То есть у человека уже наступила болезнь из-за его пагубной привычки, а он все равно продолжает, например, курить марихуану. У таких людей повышена частота неконтролируемой мерцательной аритмии и тромбоэмболических осложнений, причем в более молодом возрасте, чем у остального населения в среднем. Что сказать о механизмах? Во-первых, известно, что острое употребление каннабиса сначала сопровождается учащением сердечных сокращений из-за стимуляции симпатической нервной системы. Потом при хроническом употреблении возникает наклонность к брадикардии. Все это попадает на почву изменений, связанных с коронарной болезнью сердца и кардиомиопатиями, особенно если есть ишемия в области проводящей системы. Говоря о молекулярных механизмах, аритмии могут вызываться модуляциями натриевых, калиевых или кальциевых ионных каналов, о которых я уже упоминал, ингибированием митохондриальной цепи переноса электронов и окислительным стрессом. Можно ожидать, что клиническая значимость взаимодействия лекарственных препаратов с каннабисом будет значительно различаться, если учитывать широкую вариабельность
продуктов, концентрации, соотношения ТГК и КБД, доз, способов введения и групп населения, употребляющих каннабиноиды. Дело в том, что ТГК обладает способностью ингибировать одни цитохромы, а КБД – другие. Кое-какая информация все же есть. Она отражена в научной позиции Американской кардиологической ассоциации 2020 года. Там приведена вот такая обширная таблица. Но если интересоваться препаратами, используемыми в кардиологии, то ТГК и КБД, действуя на разные цитохромы, вызывают в основном повышение концентрации интересующих нас субстратов, вызывая необходимость снижения дозы или, как в случае с варфарином, необходимость более частого контроля МНО. При применении ряда антиаритмических препаратов на фоне каннабиса необходимо чаще следить за КТ и тоже рассматривать снижение дозы. Следить за побочными эффектами и вовремя рассматривать снижение дозы нужно при применении статинов, флувостатина, лозартана, розвастатина, вальсартана, бета-блокаторов, карвидилола, метопролола, блокаторов кальциевых каналов, амлодипина, фелодипина. Ингибиторы натрия-глюкозного транспортера второго типа могут повышать свою концентрацию при применении КБД, и неизвестно, то есть нет данных, как на них влияет ТГК. Аналогично дела обстоят с дабигартраном. Особенно важно учитывать межлекарственное взаимодействие у пожилых людей. У них и фармакодинамика изменена, и полипрагмазия распространена. Вероятность нежелательных побочных эффектов, особенно варфарина и антиаритмических препаратов, у них выше. Давайте в заключении быстро повторим представленный мной материал. Итак, во многих странах мира наблюдается довольно масштабная тенденция, связанная с ослаблением ограничений употребления каннабиса, соответствующим изменением общественного восприятия этих веществ. За последние пару десятилетий, кроме традиционных, изучены сотни разнообразных фитоканнабиноидов, созданы и разрабатываются лекарственные формы, некоторые, правда, отзываются. Создаются синтетические каннабиноиды, которые, хотя и позволили лучше понять физиологическую систему регуляции каннабиноидов в организме человека, могут оказаться опасными, в том числе для сердечно-сосудистой системы, благодаря стократному или больше увеличению сродства к рецепторам эндоканнабиноидной системы. Известны рецепторы первого типа, второго типа и кроме этих основных еще разнообразные рецепторы, о роли которых стало известно только недавно. Стимуляция этих рецепторов может вызвать сначала повышение артериального давления, затем гипотензию, но достоверной связи с развитием устоявшейся артериальной гипертензии в настоящий момент не обнаружено. Не обнаружено также убедительной связи с метаболическим синдромом или его компонентами. Между тем, крупные эпидемиологические исследования указывают на почти двукратное увеличение риска смерти от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, причем они связаны не с гипертензией или дислипидемией, а с сосудистым воспалением, оксидативным стрессом, эндотелиальной дисфункцией и тому подобным из этой темы. Имеется также двукратное увеличение риска возникновения клинически значимых аритмий. И, наконец, неприятным является лекарственное взаимодействие с кардиологическими препаратами, которое увеличивает риск нежелательных побочных явлений.
В качестве последних слов я хочу процитировать одного известного профессора Стентона Гланца. Любой клиницист, который хотя бы немного занимался наукой, знает о его учебнике по биомедицинской статистике. Лично у меня его учебник был настольной книгой. Он также известен своей борьбой с курением табака. А вообще-то он профессор медицины Калифорнийского университета. Сейчас он на пенсии, но этим летом 25 года, он с коллегой опубликовал статью в журнале «Сердце» BMJ. Настало время рассматривать каннабис как важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Я просто прочитаю пару абзацев, с которыми я полностью согласен. Употребление каннабиса, как и табакокурения и употребление алкоголя, следует оценивать у всех пациентов. По крайней мере в США медицинские работники являются наиболее влиятельным источником информации о каннабисе. Врачам важно спрашивать об употреблении, информировать всех пациентов о рисках, связанных с каннабисом, и учитывать его употребление при принятии клинических решений. Каннабис необходимо включить в систему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна быть включена в регулирование рынков каннабиса. Необходимо разработать, ввести в действие и внедрить эффективные предупреждения о рисках, связанных с продукцией. Риски для сердечно-сосудистой системы и другие риски для здоровья должны учитываться при регулировании допустимого дизайна продукции и маркетинга по мере накопления доказательной базы. Сегодня это регулирование сосредоточено на создании легального рынка. При этом минимизация рисков для здоровья, к сожалению, игнорируется. Конец цитаты. Как мы видим, с декриминализацией и легализацией и одновременным получением неопровержимых доказательств о сердечно-сосудистых рисках употребления каннабиса, проблема этих рисков легла на плечи медицины. И клиницисты стараются дать адекватный ответ вызовам современности своими исследованиями, усиливающимся всесторонним пониманием сложившейся проблемы и даже, возможно, какими-то уже действиями конкретными, например, расспросом и информированием пациентов. А вот в тех странах, где каннабис криминален, по моему мнению, ситуация с сердечно-сосудистым риском намного хуже. К практическим действиям по борьбе с этим риском врачам, не наркологам, перейти намного сложнее. Например, трудно будет оценивать то, в чем пациент вряд ли признается. Но иметь компетенции в этой области все-таки надо. Поэтому предлагаю вам для чтения дополнительную литературу, которую я подобрал, подготавливая лекцию. Там небольшой списочек, все источники современные, и вы найдете их в описании видео. Пожалуй, на этом можно закончить лекцию. До встречи в следующей. Пока.